Всем привет! С небольшим опозданием, но как это уже стало традицией на канале, представляю вам очередной свеженький ежегодный обзор классических серверов World of Warcraft. И в этот раз он будет не совсем обычным. На этот раз в обзор будут включены не только приватные неофициальные проекты, но и сервера от Blizzard. Вот так вот. Почему так? Во-первых, в текущее время Vanilla не на таком хайпе, как это было год назад. Прошлогодние обзоры не было смысла вставлять офф-сервера, потому как они были вне конкуренции. К тому же их было очень много, просто нереально было провести детальный анализ каждого, не поиграв на нем хотя бы пару месяцев. Однако находились игроки, которые по каким-то причинам не хотели играть на оффе и подыскивали себе более-менее годный бесплатный проект. Для них я в основном и делал обзоры. Сегодня же пиратки вполне могут посоревноваться в борьбе за аудиторию даже с близами. В этом сейчас сами убедитесь. Поэтому на сегодня вопрос стоит так. Если я хочу поиграть в WoW Classic, где это можно сделать? Но прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам, что если вас напрягает постоянная нехватка золота, исправить ситуацию поможет elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков ссылка 10% по промокоду Vanilla10, ссылка в описании. Итак, давайте собственно и начнем с официальных серверов. Примерно 3 месяца назад стартанули сезонные сервера нового проекта Blizzard под тегом «Сезон мастерства». И можно сказать, что основное внимание любителей классического World of Warcraft сосредоточено на них. Если в двух словах, это ускоренная версия классики с более быстрым таймлайном, с небольшими изменениями в геймдизайне, такими, например, как ускоренная прокачка, более быстрый PvP-ранкинг, отсутствие ворлд-баффов реди и закрытые эксплойты, позволяющие в оригинальной версии обузить недоработки ванилы. В обычной классике эти ошибки трогать не хотели, а зато в сезоне активно так эти дыры позакрывали. Кроме этого, рейдовый контент был значительно усложнен, и любителям похардкорить должно понравиться. Безусловной столицей европейского региона стал англоязычный сервер Dreadnought, куда стеклись все сливки любителей WoW Classic. Визуально на сервере наблюдается неплохой такой онлайн, не могу сказать точно, но если опираться на неофициальные источники, он сводится к 8-9 тысячам. На сервере до сих пор включены слои, несмотря на то, что с момента старта прошло уже прилично времени. Русскоязычные гильдии есть, как со стороны Орды, так и со стороны Альянса. Как мне показалось, у Альянса их больше. Сервер может похвалиться абсолютно всеми ферст-киллами сезона. Тут играет та самая гильдия Who, которая собрала у себя большое количество ветеранов ванилы и первая закрывающая весь новый контент. В целом сервер ничего так, больше движа как тут вы навряд ли где найдете. Минус Dreadnought в том, что по завершению сезона мастерства он, как и все остальные сезонные сервера, закроется, а игроков переселят на сервера вечной классики. За Dreadnought следует тоже неплохой сервак King's Fall. Это уже PvE мир, один из двух присутствующих на Европе, но более населенный. Для тех, кто устал от бесконечных ганков, хороший выбор. По причине того, что сервер PvE, на нем собрались любители хардкорной прокачки. Это так называемый новый тренд сезона, когда игроки помимо стандартных условий игры придумывают себе дополнительные сложности. По правилам хардкор-сообщества запрещено умирать вообще. Если игровой персонаж по любым причинам погиб, игроку запрещено его воскрешать, и он должен начать нового. Разумеется, вы не обязаны присоединяться к этому тренду, можете просто играть в свое удовольствие. Тут тоже есть русскоязычная гильдия. Пытался вспомнить название, не вспомнил. Если кто-то из представителей заглянет, отпишитесь в комментариях, если не трудно. Второй PvE сервер Kelsirar тоже заслуживает внимания. Тут расположилось хардкор-сообщество Каргаса, именуемое изначально Road to Ragnaros. Но после хардкорного убийства Рагнароса название прогрессировало в Road to Nefarian. Ребятки настроены пройти БВЛ также в хардкор режиме без смертей. Если есть желание за этим понаблюдать, welcome. Остальные PvP сервера не заслуживают внимания. После открытия бесплатного трансфера на Dreadnought и без того невысокий онлайн на этих мирах стал падать еще ниже. Единственный русскоязычный сервер сезонного мастерства Кровавый Зов тоже не особо блещет онлайном. Однако жизнь на нем все же есть. По примерным данным, на сервере около 5 рейдящих гильдий, онлайн держится где-то около 200 в лучшие дни. И что самое главное, уйти отсюда невозможно. Серверу не грозит открытие трансфера на Европу, поэтому народ, попавший сюда, до закрытия сезона обречен как-то приспосабливаться. Однако кто-то находит в этом свои плюсы, кому-то нравится такая своеобразная ламповая атмосфера и спокойно играет, не особо переживая за отсутствие большого онлайна. Главный плюс — это русский клиент и, соответственно, 100% русскоязычная аудитория. На этом как бы все с серверами сезона мастерства.
Перейдем к серверам стандартной классики. Их можно назвать серверами классической эпохи или серверами вечной классики, кому как нравится. Примерно 4 месяца назад я рассказывал о жизни классического Пламигора. На тот момент он выглядел, ничего так. Несмотря на онлайн в 100 тел, была полноценная рейдящая гильдия за Альянс, которая закрывала практически весь контент, в том числе Накс. И была гильдия поскромнее за Орду, которая закрывала не все, но МК, 20-чки, PvP-движухи практиковала. На сегодняшний день ванильный Пламигор выглядит очень грустно. Из-за отсутствия вменяемого онлайна рейды у Альянса стали проходить все реже, к тому же в неполном составе. По сути, вся жизнь держится на энтузиазме рейд-лидера гильдии Классика, который периодически делает попытки собрать рейд, не всегда это получается. За то время, которое прошло с моего последнего визита на Пламигор, на игру забила примерно половина состава. Кроме этого, после открытия бесплатного трансфера часть игроков ушла на Европу. Орда ушла в полном составе, Альянс еще размышляет. Так что можно констатировать, что классический Пламигор скорее мертв, чем жив. Так или иначе, на вечной классике жизнь есть. Blizzard категорически не хотят объединять сервера в один, по одним только им известным причинам. Причем технически это возможно. Ничего не мешает сделать так, как они сделали при объединении небольших групп серверов в локальные кластеры. Например, в RU-зоне игроки видят и взаимодействуют с игроками со всех RU-серверов. Игроки Пламигора, Змей Талака, Рок-Делара, Вестника Рока играют все вместе, могут торговать друг с другом, объединяться в рейды, состоять в одной гильдии. Что помешало Близам поступить так со всеми европейскими серверами, непонятно. Тем не менее, игрокам дали возможность соскочить со своих мертвых серверов и сделать бесплатный трансфер на более населенный. В настоящее время это единственный сервер FireMeow. Сюда пришло большинство игроков Европы, в том числе и игроки Пламигора. Сервер примерно насчитывает 200-300 онлайн, в выходные дни даже доходит до 500. Тут присутствует десяток рейдящих гильдий, играется БГ, даже Альтерак, и в целом жизнь есть. Сюда же, по моим прогнозам, придут и те, кто захочет продолжить игру после завершения сезона мастерства. Так что для тех, кому не интересен сезон мастерства и кто планирует поиграть в стандартный классик без премудростей, это самый адекватный вариант. И перейдем к бесплатным приватным проектам на старой 1.12 версии. По факту, владельцы пираток пришли к выводу, что чистая версия ванилы у игроков вызывает недостаточно интереса. Они больше двигаются к формату Classic Plus. Ванила с элементами кастома, с добавлением нового контента, переработки классов, восстановление старого недоработанного контента Blizzard. На сегодня лидеры в этом сегменте 2 проекта. Каждый из них по-своему интересен и имеет какие-то свои любопытные особенности. Начнем с Ванилы Плюс. Сервер, открывшийся примерно 3 года назад, сыскавший неплохой подъем по онлайну в начале этого года. Переработанные расы и классы, переработанный и усложненный PvE контент и некоторые элементы геймдизайна. Более подробное описание сервера вы можете увидеть по подсказке в правом верхнем углу. Если вкратце, онлайн около 1000. Присутствует русскоязычная гильдия как со стороны Альянса, так и со стороны Орды. Во времена небольшого онлайна разработчики сделали возможность Альянсу рейдить с Ордой. По мере роста аудитории подумают эту функцию отключить. Совсем недавно на проекте открылась новая БГ – Кратер Ашшары. На сегодняшний день Кратер является гордостью разработчиков, судя по тому, как они активно его везде упоминают. Для игроков, которые хотят получить какой-то новый экспириенс, рекомендую попробовать. Если вам все же хочется поиграть во что-то более похожее на классику, без измененных талантов и механик, то как вариант предложу Turtle WoW. Это также кастомный проект, но, по моему мнению, более насыщенный. Сервер открылся все те же 3 года назад и за это время достиг ощутимых успехов. Открылись новые локации, добавлено несколько новых инстов, написана даже авторская музыка для нового контента. В целом над проектом за эти 3 года провелась большая работа. Онлайн тут такой же, как на Ваниле Плюс, держится в районе косаря. Но мне кажется, этот онлайн более качественный. Если говорить про Ванилу Плюс, то народ туда прибежал после серии видосов одного зарубежного блогера, которому ванилка попала в поле зрения. Каких-то пару месяцев назад они и думать не могли о таком онлайне. Turtle WoW же аудиторию поднимали долго, заработали себе такое плотное, лояльное комьюнити, которое не свалит в один момент после того, как страсти улягутся и любимый блогер уйдет с проекта. Сервер позиционируется как РП-ПВЕ. На нем помимо обычных занятий, развлечения могут найти себе и ролевики, для которых создано большое количество полигонов для отыгрыша. Также есть и координаторы, которые эти игры организовывают, разумеется, англоязычные. Русские гильдии есть, как со стороны Альянса, так и со стороны Орды. По этому проекту у меня также есть более подробный обзор, который вы увидите по подсказке сверху.
От кастомок перейдем к чистым 1.12. Сервера со старой олдовой классикой, без гоблинов и со стандартной ванильной механикой. В этом сегменте все максимально грустно. Если говорить о качестве проекта, то бесспорный лидер — это проект Elysium. Полноценный наследник Nostalrius, получивший в свое время его ядро, которое отточили и доработали тут же, если не до совершенства, то до вполне достойного уровня. На проекте работает все, что должно работать, все ивенты и предметы. В свое время над Elysium работала очень хорошая команда, но по последним данным уже им не занимается. Сервер продали каким-то левым чувакам, которые тут же превратили из него донатную машинку для выкачивания бабла. В донат-шопе можно купить не только косметические предметы, но и шмот уровня Накса. Если вам по душе такой подход, то welcome. Ну, я как игрок, проведший на нем больше года, могу гарантировать качество работы. Разумеется, играл я на нем до ввода доната. После Elysium единственный адекватный вариант — это проект от чешской команды Twinstar Kronos. Самый старый сервер, который в свое время должен был стать чем-то вроде Nostalrius. Ну, по ряду причин этот флаг первенства уронил и теперь проводит довольно бренное существование. По моему мнению, Kronos по рейтам максимально приближен к классике от Близов. Играя когда-то на нем, мне он показался слишком простым. Мобы и боссы бьют слабо, контент закрывался достаточно легко по сравнению с тем же Ностом. Мне даже показалось, что это было сделано так специально. Но увидев официальную классику, стало понятно, что цифры и сложность один в один. Получается, что на Nostalrius и его клонах рейты были выкручены в сторону увеличения сложности. Не знаю, зачем это было сделано. Возможно, разработчики хотели подогреть интерес к ваниле, чтобы игроки не разочаровывались от простоты контента. 3 месяца назад на проекте стартовал фреш-сервер Kronos 4. Twinstar частенько так практикуют такие дела, каждый год открывает фреша, а предыдущий сервер объединяется со старой базой Кроноса 1. У меня были предположения, что фреш от Кроноса вполне может хайпануть. Ну, ему дорогу перешли, кто бы вы думали. Blizzard анонсировал сезон мастерства. Представляете, как им было обидно? Они практически решили пойти по их пути. Убрали world баффы в рейдах на старте нового контента, понерфили бустинг и прочие фишки, которые должны были закрыть ошибки официальной версии. И тут Blizzard делает примерно то же самое. Онлайн на сервере грустный, примерно около 200 игроков, состоящий в основном из старой лояльной аудитории Кроноса. И завершает наш список Darkshire. Сервер, стартовавший очень даже хорошо. Онлайн был около 3000, но также подкошенный выходом сезона мастерства. Сейчас там также играет около 200 тел. Darkshire тоже на ядре Nostalrius. Разработчики изначально планировали сделать такую столицу любителей WoW Classic. Обещали, что все будет в лучшем виде. Как я уже говорил, стандартная ванилка очень проигрывает по сравнению с кастомными проектами. Игрокам хочется чего-то такого новенького. Они не спешат на старый добрый 1.12, предпочитая что-то более интересное. Я обязательно сообщу, если на горизонте появятся какие-то новые проекты, поэтому не забывайте подписываться на канал. Благодарю за то, что досмотрели видео до конца и поддержали лайком и комментарием. Следующий обзорчик, как всегда, через год. Удачи!